Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о PAFS, потому что у нас 3 дня назад был листинг, 2 с копеечками, там третий день он торгуется у нас. Был листинг, выход на бирже, раздача токенов. Произошла очень неприятная ситуация по вине того же Bybit, которые зачислили людям на аккаунты токены, потом их обратно забрали, кому-то вернули, кому-то не вернули, кому-то вернули другую сумму. Все это, мне кажется, произошло по той простой причине. Это неготовность к листингу, к ТГЕ, раздаче токенов и тому подобное у PAFS. Что вообще сподвигло команду разработчиков выйти так спешно, выйти так внезапно и выйти в такой отвратительный рынок, я не понимаю. Для чего они это делали? Деньги кончились, хотели быстрее там свои токены слить, чтобы хотя бы какую-то копеечку заработать. Либо кто-то их там пинал, либо они понимали, что комьюнити уходит, интерес теряется. И я не вижу смысла, не видел смысла выходить именно в это время на биржу. Уж если тянули бы время, так тянули бы его до конца. Под моим предыдущим роликом меня там троллит народ, где я там говорил, что 1000 иксов там даст PAFS и тому подобное. Если вы включите тот ролик, полностью его посмотрите, то поймете, то суть там совсем другая. Да, кликбейт картинка может быть, она и есть, но это ютубчик, вы сами поймите, что кликбейтные картинки, они должны быть. Так создается охват ролика и по-другому никак. Суть там такова, что я рассматривал PAFS и остальные другие мемкоины, думал, что может быть есть небольшая доля вероятности. Я в ролике это прям уточняю, что небольшая доля вероятности того, что PAFS может повторить графики там топовых мемкоинов. На Solana, которые выходили у нас, таких как Wave, таких как, по-моему, Бонг, я там рассматривал. И там люди сильно близко к сердцу это воспринимают, о том, что я говорю, что он даст там 1000 иксов. Есть маленькая доля вероятности, что это будет повторяться. Но там я говорю о капитализации в 100-150 миллионов долларов у PAFS. К сожалению, у нас PAFS вышел с капитализацией в районе, в пике вот здесь на первой свечечке, он достигал 20 миллионов долларов. И почему так произошло? Вы сами, наверное, видите, все понимаете и слышите, что на рынке у нас сейчас происходит какая-то вакханалия. Наш дедушка Трамп своими там пошлинами и своими всякими разными законами максимально превращает рынок во что-то непонятное. Гигантская волатильность у всех, даже фундаментальных токенов, таких как биткоин, таких как эфириум, большая гигантская волатильность, которой никогда не было, по сути, на этих токенах, только в пиках достижения каких-то АТХ, либо какого-то дна. И вот в это время выходить на листинг, это было какое-то, кощунство, что ли. Нужно было ждать, как делает это Бомби, сейчас максимально ждет, двигает эти даты до какой-то определенного времени, когда все у нас улучшится, может быть, и рынки поползут вверх. Что нам нужно для того, чтобы все это росло, рос биткоин, нам нужна ликвидность, нам нужны деньги свежие, которые придут в рынок. А свежие деньги могут прийти только в двух случаях. В первом это когда люди, большинство и большие деньги поверят в криптовалюту и понесут это сюда. Либо они поверят в то, что криптовалюта это защитный актив, то есть если вот при такой гигантской волатильности рынков всех, в том числе и акций, и там биржевых рынков и тому подобное, что у нас биткоин это тот же защитный актив и также криптовалюта, тогда сюда потекут деньги. Тогда полетит все вверх, зеленые свечи, у нас To The Moon, альтсезон и тому подобное. Либо когда появится очень много дешевых денег, то есть дешевые кредиты, это понижение ставки ФРС в США, в других странах. Когда мы очень много дешевых денег, когда их дешевле брать, вносить в рынок и зарабатывать здесь, в кредиты тот же. Я же не говорю про нас, где мы берем потребительские кредиты, пытаемся здесь, никогда так не делайте, что-то заработать, а о больших деньгах, о фондах и тому подобное. Так что выходить сейчас при такой ситуации было неправильно. И вот простой пример. Очень маленькая капитализация в 20 миллионов. И то капитализация в 20 миллионов, мне кажется, помогла по той простой причине, что есть у нас Bybit, Тир-1 биржа Bybit, и поэтому есть такая капитализация. Если бы они на Тир-2 биржи вышли, какой-нибудь тот же BitGet, MEX, Git.io, мне кажется, там бы 3-4 миллиона была бы капа всего. Здесь Bybit помог тем, что крупная биржа Тир-1, и поэтому здесь такая капитализация вышла в 20 миллионов.
Что будем теперь делать? В том предыдущем своем ролике я говорил, и мнение сейчас мое не изменилось, то, что свои токены, во-первых, я получил на листинге там буквально 100 с чем-то монет, это остаток мой, который я не конвертировал в ваучеры, вот, а остальные я 300 поинтов своих тысяч переконвертировал в ваучеры, и плюс купил еще ваучер, у меня было 2 ваучера, и получил в итоге 18 800 там с копеечками. Ну, грубо говоря, 19 тысяч токенов, они мне упали на кошелек солановский, и в данный момент я их тоже перенес на биржу Bybit в надежде, что появятся здесь какие-то пулы, я кину их в пул, ну и что-то, какие-то копеечка еще мне упадет в токенах PAFS, там, либо в каких-то других, может быть, токенах. Но мнение мое не поменялось, продавать я этого не буду, потому что это там 2-3 доллара, и смысла нету. Я на ваучер потратил 20 с чем-то долларов, плюс транзакция Solana мне тоже обошлась довольно-таки дорого, и смысла не вижу их продавать. И сейчас что? Либо потерять мне мои 3 доллара, когда сейчас все это укатается в дно, либо их продать, ну, не вижу я смысла. Так что буду их держать. Возможно, когда у нас PAFS уйдет ниже цены листинга, то есть ниже вот этой цены там в 4.090 с чем-то, то я, может быть, буду там по чуть-чуть немножечко откупать, ну, там, на 10 долларов, чуть-чуть маленько откупил, там потом ниже еще на 10 долларов. Может быть, все-таки я говорю, что есть какая-то доля маленькой вероятности, что PAFS стрельнет, как и другие мемкоины, хотя бы там на 10, 20, 30, 50 иксов, и можно будет немножечко увеличить свой вот этот вот депозитик, который буду вносить именно в PAFS. Итак, смотрите вообще, что у нас по графику. В принципе, как и должно было быть, люди, которые вносили донаты, пытались забрать свое хотя бы, ну, либо не уходить в большой минус, потому что все понимают, что сейчас токен будет укатываться, здесь люди продавали, вот у нас красные свечки, большие объемы продаж, это у нас в первый же день. Но были и вот этот 4-часовой график, были и откупы, смотрите, то есть кто-то откупал этот токен. Были это разработчики или нет, я не знаю, не лез я в кошелек, не смотрел я, ну, получается, в сканерах. В том сканере, в солановском сканере не смотрел я, ну, какие кошельки, что куда откупалось. В принципе, мне это не особо интересно. Вот. Но смысл в чем? Токен сейчас у нас будет кататься очень-очень глубоко, далеко, потому что не все люди смогли конвертировать свои ваучеры, обменять. Не все смогли получить свои токены. Сейчас пока все это через поддержку будет решаться, кто-то что-то будет получать, и токен будет укатываться, укатываться, укатываться и укатываться. Когда у нас будет рост, пока точно роста не будет, пока вот такая обстановка на рынке. Когда на рынке вообще, на всех рынках вообще в экономике всего мира начнет происходить что-то хорошее и позитивное, когда все начнет расти, и тогда, возможно, начнет расти биткоин, за ним начнет расти рынок, и, возможно, начнет расти PAFS, потому что появится ликвидность, и люди начнут сюда лить деньги. Но по поводу листинга PAFS кратенько подвожу итог, что, ну, вышел он отвратительный. Я даже тот человек, кто по сути не вносил туда донаты, получил там, ну, свой $1-2 положенный, как и положено у нас уже в тапалках. И в принципе, ну, разочарованный или нет, ну, я и не надеялся. В принципе, получить гораздо много, да, что 20, 30, 100 долларов. Вот, но меня огорчило то, что я не смог окупить свой ваучер, в принципе. Но я и не рассчитывал, я его покупал не для того, чтобы заработать, а просто ради интереса посмотреть, как это все будет происходить. Так что вот такие вот дела. Какой итог я могу подвести? Смотрите, я для себя уяснил одну простую вещь. Вы, если посмотрите на мой канал, посмотрите на мои просмотры, вы поймете, что, ну, я очень-очень маленький канал, а по сути вообще даже, ну, не канал, какой-то сам себе там режиссер, который что-то выкладывает, его там 3 человека смотрят и все. Вот, что я вообще увидел, заметил и понял во всем этом телеграммовском мусоре, который у нас происходит. Ну, имеется в виду по телеграм-ботам, по таплкам, кликерам и тому подобное. Что если у нас крупные блогеры в Телеграме, на Ютубе, кто именно обозревает эти все телеграм-боты, таплки и кликеры, если эти крупные игроки начинают какой-то проект максимально пиарить, заходить туда, писать про них посты, снимать про них видео, то этот проект никогда не раздаст никакие деньги людям, ну, типа нас, простого народа, да. Да, работают только те люди. У меня был ролик, посмотрите, получается, где-то он есть в плейлистах по поводу, как покупают блогеров, да, маленьких, таких как я, на небольших и неизвестных таполках. А что происходит в таких больших гигантских таполках, я теперь понимаю, что если крупные блогеры
начинают нас затягивать в какие-то либо проекты, нам здесь никогда ничего не раздадут. Простые примеры. В Pixel обозревали все, ну вы всех этих крупных блогеров знаете, да, обозревали, они затягивали, всех туда, сами туда вкидывали, максимально выкладывали посты, снимали видео. Все, что у нас Pixel не раздал. Мемхэш не раздал. Зу не раздал. Зу тоже мы рекламировали максимально все крупные блогеры. Вот. Также можно пойти по Тамаркету. То же самое. Видите, максимально много проектов и Павс. Все они трендели о Павс. Все они говорили, что это гем, что заходите, Павс раздаст. Потом почему-то все попереобувались и начали говорить, что вот мы же говорили, что это проект не раздаст. Ну вот видите, как получается. Чем крупнее блогер, чем больше крупных блогеров обозревают проект, тем больше шансов, что он не раздаст. И я сейчас играю в некоторые из проектов, в которых я там, да, уже немножечко где-то что-то заработал, где-то не вкладывая, где-то вкладывая, уже почти отбив свое, но проект еще даже не раздал дроп, да, и понимая, что эти проекты не рекламируют крупные блогеры по той простой причине, что у этого проекта нету столько много денег, чтобы заплатить крупным блогерам. Вот, они только могут таких, как я, вот затягивать, потому что такие, как я, либо бесплатно это делают, потому что просто снимают контент, либо там продаются за какие-то маленькие копеечки. Вот, и в чем смысл всего этого? Я к чему подвязываю, что Бомби у нас, по крайней мере, скоро все ждут листинг, у меня тоже ролики выходят по Бомби. Ни одного из этих крупных блогеров, которые вот все эти проекты рекламировал, я не замечал, чтобы они пиарили Бомби. Так что есть очень хорошая вероятность того, что хотя бы Бомби у нас немножечко дораздаст. Так что вот такой вот сегодня был ролик. Я тоже, как и вы, опечален раздачей Павса, опечален поведением всех этих крупных блогеров, которые типа тоже туда внесли и тоже не заработали, но это все фарс и все, мне кажется, неправда. Это мое личное мнение. Так что, ну, пишите гневные комментарии о том, что Павс говно и тому подобное. Это все очередной скам, все в помойку, не играя больше в тапалки. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.